Это Близ-Бэй. Город больших возможностей и смелых амбициозных стремлений. И пусть вас не обманет безмятежный вид его проспектов и уютных домиков, примостившихся на побережье вдоль сверкающей изумрудами воды. Если заглянуть в самое сердце города, можно с изумлением узнать, что сюда стекаются предприимчивые карьеристы и самодовольные гордецы. Они приезжают сюда, чтобы попытать счастье, а запах денег, который буквально стоит в воздухе, кружит голову и соблазняет прыгнуть в объятия этой фешенебельной лихорадки без оглядки на прошлую жизнь. Миранда Блейз знала, что этот город способен дать ровно столько, сколько ты способен взять. Знал об этом и Трэвис Брок. Говорят, что умные мысли приходят в голову гениальным людям одновременно, а если и не умные, то точно смелые, а если не гениальным, то однозначно находчивым. Пожалуй, именно это и случилось с Мирандой и Трэвисом, которые не были знакомы друг с другом, но одновременно решили найти свое место под солнцем в пышущем роскошеством и блистающем Близ-Бэй. Трэвис приехал в Близ-Бэй, чтобы найти даму сердца. Благородное стремление, не так ли? Но, конечно, у него был свой типаж. Будущая невеста должна быть неприлично богатой, безрассудно верящей в сказки про любовь и, разумеется, без докучающих родственников. А сердце у Трэвиса, очень большое, а значит, оно способно согреть своей любовью далеко не одну даму, причем каждая должна быть богаче предыдущей. Арифметика проста до неприличия. У Миранды не менее большое сердце. В прошлом она старалась помогать людям серебряного возраста, но больше всего в них она ценила золото. Вот и в Близ-Бэй она решила не отступаться от своих принципов и была готова окружить заботой и подарить свою улыбку всем, кому явно нужна помощь, чтобы деньги на их счетах не изнывали от скуки. Да, это Близ-Бэй. Набитые купюрами кошельки, Золотые карты, недвижимость, спорткары, бриллианты наряды от кутюр. и, конечно, жадная и страстная молодость, которая не будет всего этого ждать. Если чего-то хотеть, то только всего и сразу. Поэтому Миранда и Трэвис без промедления распрощались с замшелыми принципами. Правила игры простые, их нет. Мораль для лузеров. Нравственность для неудачников. Ваши деньги – это наши деньги. Как сложится жизнь Миранды и Трэвиса в Близ-Бэй? Найдут ли они то, чего жаждут больше всего? И не станет ли им слишком тесно в одном городе? Всем большой привет, дорогие друзья! Привет! Вы на канале Не без разницы, с вами Стас. И Лёша. Ну как тут можно было устоять и не познакомиться с этим новым миром? Хотя, чего уж тут и знакомиться, надо его на уши поставить как можно скорее, я вот так считаю. Ну да, поэтому мы придумали новый сюжет, новую историю, новых героев, которые решительно ворвались в Энзой. Ну и мы вместе с ними немножко. Не будем же мы все-таки затягивать, да, и отправляемся в эту авантюру. Главные действующие лица этой истории, как вы поняли, два персонажа по имени Миранда и Трэвис. Они еще не знакомы друг с другом, но проживают в одном городе. Ну и посмотрим, встретятся ли они здесь, в Близ-Бэй. Ну, кстати, да, город-то большой, может быть, еще и не встретятся. Ну, А у каждого своя судьба, у каждого свои пути. Ну, будем надеяться, что у каждого сложится все интересно. Ну а начать мы решили с Миранды. Да? И давай сразу к ней отправляться. Давай вперед. Итак, дорогие друзья, знакомьтесь, это Миранда Блейз. Ну, до чего хороша. Какая красивая девушка. А вот ты послушай, какая музыка на фоне еще играет, такая тихая, спокойная, ну прям вот как настроение у Миранды. Успокаивает и располагает. Да. Как Миранда. Да. Ну что, может быть, чуть-чуть ближе познакомиться с этой чаровницей? Да, давайте посмотрим, какие у нее жизненные цели и черты характера. Итак, Миранда у нас делец. Она компетентна и амбициозна. Ну а ключевые слова к дельцу — это умелый, амбициозный, мотивированный, компетентный трудоголик, интроверт. Ну вот по поводу трудоголика я, может быть, не совсем соглашусь. А я, пожалуй, насчет интроверта не соглашусь. Как же все... И интроверта тоже, да. Да, что же она у нас будет сидеть дома? Нет, Миранда пойдет навстречу жизни.
Но она вполне умелая, конечно, амбициозная, это совершенно точно. И, конечно, у нее есть мотивация, у нее есть цель. Ценности у нее власть, реализация, конечно, реализация себя в этой жизни. Она независима, и все-таки она следует традициям. Ну, я думаю, что это не исключает того, что у нее традиции свои. Так что, почему бы и нет? Миранда ценит достижения в профессиональных занятиях, она часто чувствует уверенность в себе, естественно. Но по ней сразу видно, что она достаточно уверенная в себе. Дама. Нервозность длится дольше. Вот это не очень, конечно. Это не очень, но тут и понятно. Знаешь, иногда может же с крючка рыбка большая, так сказать, сорваться, и тут она будет немножко нервничать. Я понимаю ее такую черту. Уровень признания у нее быстро снижается, и она почему-то избегает бесед. Вот это мы будем исправлять. Так что избежать бесед не получится все-таки. Жизненная цель и желаемая жизнь Миранды – это все-таки респектабельная жизнь. Вот только фотография здесь не подходит. Очевидно, что Миранда не хочет быть респектабельной в таком почтенном возрасте. Она, я уверен, хочет прямо здесь и сейчас этой респектабельной жизни. Конечно. Да, но к чему же она у нас стремится? Стремится отстаивать и воплощать свои убеждения, следуя собственным принципам. Абсолютно верно. Посвящает свои силы и способности их защите. Да, безусловно. Стремится к достижениям, которые станут источником гордости и оставят след на долгие годы. Я думаю, Миранда оставит свой след на долгие годы. Звучит очаровательно. Что ж, мне нравится. И, кстати, посмотри, какие ей подходят навыки для развития риторика. Конечно, она должна обладать искусством убеждения, критическое мышление, Конечно, фитнес. чтобы ее никто не ввел в заблуждение. Критическое мышление очень важно для нее. Фитнес, потому что она должна всегда поддерживать себя в форме, производство Разумеется. медиа и искусство кофе. Почему нет? Такая дельная дама Мы, в вполне конце может концов, любить в кофе. 21 веке живем. Век медиа и кофе. Как вы поняли из начальной кат-сцены, у Миранды, конечно... Не самые чистые помыслы могут быть иногда. И принципы у нее, конечно, оставляют тоже желать лучшего. Но это не значит, что она коварная и злая. Не классическая злодейка, поэтому мы в качестве ее амбиций выбрали ей вклад в сообщество. Естественно, ее цель вносить вклад в это сообщество и усиливать солидарность этого социума. Она хочет быть веселым соседом, вести позитивные беседы с незнакомыми персонажами, провести дружеские какие-то беседы она тоже хочет. Так что целей у нее здесь в качестве веселого соседа предостаточно, и мы планируем их выполнять. Вот как мы и сказали, да, что ей все равно придется столкнуться с беседами, которые она не очень хочет заводить. Вот, пожалуйста, цели такие, так что Так идем. что ей придется. Да, Миранда, что ж, идем смело реализовывать тебя и твой потенциал. Миранда переехала в небольшой домик в таком райончике, но район находится достаточно далеко от пляжа и подальше от центра. Немного здесь невзрачно, но все равно вроде бы аккуратно. Чисто, а что еще нужно? Дом небольшой, и это, кстати, неплохо, потому что Миранда стремится к лучшему, и такая обстановка, наверное, такой величины дом будет ее мотивировать. Конечно, это будет ей каждый день напоминать о том, что Миранда, ты достойна большего, ты должна двигаться к чему-то масштабному. В доме здесь есть небольшая кухня, холл с камином и даже дверь на задний дворик. Правда, на заднем дворике пока ничего нет еще. Да, собственно говоря, это полностью заасфальтированная площадка, так что нам придется посвятить этому отдельное время, чтобы немножко облагородить, зелени какой-то добавить. Я думаю, найдется минуточка-другая. Здесь у Миранды небольшой кабинет, стоит ноутбук, чтобы она могла воплощать свои цели и замыслы. Да, куда спальня без рабочего места. И достаточно просторная ванная. В принципе, неплохой дом для жилья. Но, конечно же, на первое время. На первых порах пойдет, совершенно нормально. Но долго дома, я думаю, засиживаться не нужно, и стоит немножко прогуляться по городу, посмотреть, что здесь да как. Конечно, потому что она хочет вести дружеские беседы, вести позитивные беседы с другими персонажами, поэтому, конечно, Миранде пора пойти немножко прогуляться, осмотреть район. Она только-только переехала. Более того, город же все-таки у нас прибрежный, а это значит, что надо отправляться на рыбалку и, может быть, найти какую-нибудь хорошую рыбку. Но рыбалка не в буквальном смысле, конечно же, ты имеешь в виду. Я имел как раз-таки поймать какую-нибудь хорошую золотую рыбку. Золотую, Да. естественно.
Так, ну, такие персонажи, в принципе, наверное, Миранде пока не особо интересны. Нет. Он стоит, что-то смотрит, как-то руки прижал к голове. Какая-то грязная рубашка, ну, сразу видно, не обладает теми качествами. Рыбка не золотая, да. И не обладает теми качествами, которые интересны Миранде. Вот этот джентльмен, у него уже походка поуверенней. Миранда, как мы говорили, она всегда помогала страждущим, помогала в том числе пожилым персонажам. В помощи все-таки нуждаются те, у кого какое-нибудь колье хорошее, ожерелье. Понимаешь? Я понимаю, да, понимаешь, про что ты вот говоришь. это, конечно. Поэтому в этом районе, где живет Миранда, нам нужно осмотреться, какие здесь стоят домики. Может быть, тут живут достаточно состоятельные люди. Вот этот дом, кстати, вполне неплохой. Как позитивный и веселый сосед, Миранда могла бы сюда вон заглянуть. там на балконе, посмотри, кто стоит. Вроде бы не... что так за голову держится? Она, наверное, по телефону разговаривает. Жарко, наверное, жарко. Город, ты посмотри, зелени-то тут не так уж много, все заасфальтировано. Она по телефону разговаривает. Жарко. Дай мне пофантазировать. Нет, все-таки этот дом мне кажется не самым лучшим выбором. Тем более, ты посмотри. Это же... нет, это все-таки каменный забор. Мне на минутку показалось, что это фальш-забор, что на деревянные доски надет этот плакат с камнями. Смотри, граффити тут на стене. Значит, райончик-то не самый благополучный. Не самый, да. Ну значит... и дом тут, в принципе, с таким железным забором, с такой оградкой стоит. И глянь, какие ворота у него. Ну... Нет, нам такой не подходит. Нет. Ну, значит, нам надо идти... дальше, да. К солнцу, прямо к солнцу. Разве Миранда могла бы жить в таком доме? Ни в коем случае. Она стремится к чему-то другому. Ну смотри, вот вроде бы какая-то пожилая леди стоит, да? Давай-ка с ней просто ее поприветствуем в доверительной манере. Конечно, в доверительной. Но Миранда должна входить в доверие. Доверие — это прежде всего. Ну и как раз немножко повыполняем цели и амбиции Миранды провести некоторые беседы. Одет прилично, в пиджаке, в рубашке. Возможно, еще работает. Спросим ее о семейном положении, например. Миранда должна сразу узнать все. Конечно. Стоит ли... Не стоит ли, а вдруг у женщины нет того, кто бы мог о ней позаботиться вот прям вот по-настоящему. Вдруг ей не хватает внимания. Давай еще раз зайдем в наши амбиции, провести позитивную беседу. В принципе... Одну уже провели, выполнили немножко, да. Какое действие? Дать визитку. Конечно, дать визитку. Если тебе вдруг потребуется когда-то помощь, Миранда с радостью поможет. Что случилось? Почему она стала смущенной? Это, наверное, из-за того, что она все-таки интроверт, как у нас было указано. Ох, Миранда. Ну, хватит из себя строить скромницу. Я понял ее. Это же у нее стратегия такая. Она вся такая смущенная. Ой, ну я вот моя визиточка, пожалуйста. Ну да, наверное, так. Ой, какая хитрая-то, а. Ну и вот так вот она стала уже другом. Практически у нас ценные узы. Тут, видишь, есть несколько отношений. Романтические, дружелюбные и вот как коллеги. Бизнес-отношения. Но нам скорее нужно дружеские. Ну, потому что коллега, я не совсем понимаю, как его тут вот можно развивать. Все-таки у Миранды свой карьерный трек. Ну что ж, ладно, будем тогда иметь в виду. Будем с тобой на связи. Тем более она так порывается постоянно уйти, а мы двигаемся дальше. Мы все-таки хотим осмотреться еще в этом районе. Ну вот мы уже подходим к району, где какие-то кафешечки есть. Вон. Ой, посмотри, какой плакат. Плакаты, да, уже как бы... Ну, шикарно выглядит, да? Что ж, город такой развитый, хорошо, тут билборды мультимедийные, мне нравятся. Да, даже вот такой вот сериал идет, наверное, по телевизору. Надо посмотреть будет. А это у нас что такое? Pearl Nails? Это студия маникюра. King Claw — это ресторан. Вот, смотри, значит, мы на правильном пути. Значит, если появляются салоны красоты и какие-то ресторанчики, значит, здесь уже какая-то более активная жизнь. Ну, кстати, не факт, что этот ресторан может быть активным. Может быть, это просто одно из строений в городе, куда заходить нельзя. Ну, а вообще, хочется немножко побеседовать чуть больше про Миранду и отметить, что, по всей видимости, легких путей
Ну, или, по крайней мере, каких-то Легкой жизни, да. проторенных каких-то дорожек она сторонится явно. Потому что ведь она бы могла приехать в этот город, повстречать какого-нибудь богатенького бизнесмена, но сердце-то не прикажешь, правильно? Да, наверное, Миранда все-таки не хочет выходить замуж за богатого бизнесмена, чтобы провести, допустим, с ним жизнь. Она не хочет просто, наверное, жить в браке не по любви. Поэтому Миранда выбрала Какая себе... она у нас романтичная натура. Конечно, она выбрала себе немножко другой путь. Она выбрала путь помощи людям. людям, да. Да. Тем, Посмотри, как она улыбается. Видимо, у нее те же самые мысли в голове. во-первых, сейчас, тем, да. кому требуется эта помощь, и тем, кому требуется расстаться со своими кошельками. И она так улыбается. Просто, да, именно об этом она сейчас и думает. Да, вот смотря как раз на эти дома. Ну, кстати, вот мы пришли Здесь в уже какой-то район. получше дома, да. Мне уже тут нравится. Тут и зелени как-то чуть-чуть побольше. И нет, вот те дома мне не очень нравятся. Где живет Миранда, да, там, наверное, более бедненький такой район, а здесь уже... Ну вот тут уже Чуть появляются, получше. да, дома получше. Так, подожди-ка, вот у нас, смотри-ка, Ну а что, дом хороший. женщина в возрасте, которой может потребоваться помощь. Вон да? там кто ходит у нее. Почему-то не выходит возможности постучать в дверь, хотя очень бы хотелось, тем более Миранда уже немножко проголодалась, она могла бы Мы могли бы здесь зайти, перекусить. да, попить чай. А вот почтовый ящик, может быть, сюда можно положить свою визиточку или что-нибудь еще? Нет, можно просто изучить, но мы можем пойти другим путем. Посмотри, какая интересная функция здесь есть в Унзой. Мы можем на секундочку переключиться, например, на этого персонажа, и выйти прямо навстречу Миранде. Ну, такая она, выйду-ка я на улицу. Посмотрю, что там вообще на улице. Ох, Какая удача! Наконец-то встретились. И тут мы можем вернуться К управлению. Миранде, конечно. И уже... Слушай, какая потрясающая функция. Да, это шикарная функция. Какая злая. Хотя нет, вроде не злая. А ты посмотри на пиджак. Он же, очевидно, какой-то брендовый. Подожди, и такие жемчужные бусы у нее висят, жемчуг на шее, серьги, прическа, пиджак, все при ней. Вот этот вот принт пиджака мне напоминает один известный бренд. Что ж, наверное, и... Как зовут эту женщину многоуважаемую? Ее зовут Вера Вульф. Вера Вульф. И сейчас Миранда спрашивает, какое же семейное положение у Веры Вульф. Она говорит, что она не в браке. Не в браке. У Веры должна быть надежда на любовь. Ну или, по крайней мере, на хорошее, качественное социальное обслуживание, социальное обеспечение, помощь доброго человека. Достигнут второй уровень риторики. Это очень хорошо. Ну, это как раз одна из целей Миранды. Скажи, что твоя душа тебя выбрала. Не просто так ноги привели Миранду в этот район. Потрясающе просто. Можно сделать вместе селфи. Вера уже друг. Посмотри, как Миранда ее себе расположила сразу же. Куда влез-то в кадр? Вера Вульф, пожилая, свободна, не замужем. Безработная. Ты посмотри, как я и сказал. Наверняка сидит весь день и смотрит телемагазин. Если она безработная, а у нее такой большой дом, значит, у нее есть на что его содержать. Если у нее есть такой пиджак, значит, она может себе позволить красивую жизнь. И она мечтатель. Но мы разве можем разрушать ее грезы? Это же она идет, да, с кем мы Ты смотри, познакомились? она нас теперь преследует. Ну ничего себе. Так, мы ей предлагаем сразу стать наперстниками, чтобы это не значило. Хорошо, почему бы и нет? Но тогда Миранде нужно возвращаться домой. Главное, чтобы с ней не случилось ничего плохого от голода. Она тут внезапно... Не проголодалась настолько, что Да. потеряет разум. Поэтому ладно, мы прощаемся тогда с Верой. Хорошо, что мы с ней уже познакомились. Вот даем ей 5. И адресочек твой мы записали. И обязательно еще с ней встретимся, потому что Вера стала для Миранды теперь очень хорошим другом и даже соратником. И ей совершенно точно требуется помощь Миранды. Правда, пока она еще может об этом не знать. Ну что ж, Миранда вернулась домой и уже готовит салат. Как-то ей прям совсем уж плохо, прям так хочется ей поесть.
А давай-ка посмотрим, что у нее в итоге с амбициями. Только 2 позитивные беседы она смогла провести. Ну, потому что мы... но зато, смотри, И мы 2 сразу дружеских. одним знакомством 2 зайцев, да? Мы с 2 людьми пообщались и сразу 2 поинта выполнили. А может, нам нужно было выбрать ей цель филантроп? И что бы мы тогда делали? Отправляли письма с почтового ящика и... Пожертвовать? Нет. Ну, наконец-то. Наконец-то можно перекусить. Она вся измучилась. Смотри, какую порцию хорошую она себе приготовила. Тут прям на нескольких человек. Я бы, конечно, с этим салатом пошел бы к Вере и угостил бы ее. И у нее возникло желание выпить кофе. А, кстати, у нас и кофеварки что-то нет. Мы решили заменить микроволновку на кофеварку, потому что... Ну, зачем микроволновка ей? Ну, вообще, действительно, плита есть и хорошо, а кофеварка куда без кофеварки. Тем более, желание Миранды — это, уже правило, обязательство. Разве могли мы ей отказать в кофеварке? Она же захотела кофе. Поэтому да, ей сейчас нужно будет выпить кофе, у нее такое желание возникло. Ну и, кстати, я думаю, Миранде можно заняться развитием навыков, в том числе риторики, чтобы иметь большую силу убеждения, скажем так. Ну, тем более, ей иногда сложно бывает вступать в беседы, а здесь ей надо развивать риторику и свои коммуникативные навыки, чтобы беседа лилась легко и непринужденно. Вот, посмотри, какие здесь навыки есть. Готовка, харизма. Харизма, кстати, Харизма ей можно хороший, развить. фитнес обязательно, кофейное ремесло, ей надо, наверное, это освоить как-то параллельно. Критическое мышление, наверное, это тоже обязательно нужно Да, сделать. и производство медиа, поскольку это у нее тоже где-то было в характеристиках указано, поэтому этим тоже надо заняться. Так, а риторику можно у нас... Да, вот смотри, можно упражняться в речи перед зеркалом. Поэтому мы отправляем Миранду упражняться в навыке риторика. И поскольку уже полдень, я думаю, нам нужно заглянуть ко второму нашему герою. Да, давай скорее отправимся к Трэвису, который тоже наверняка чем-то интересным сейчас будет заниматься. Он, кстати, тоже совсем недавно переехал в Близбей. И давайте, посмотрим, чем же занят он сейчас. Итак, знакомьтесь, это Трэвис Брок. И мы не успели зайти к нему, он уже тут что-то делает в своей квартире. Какой привлекательный молодой парень. Давай с ним познакомимся чуть-чуть получше, посмотрим, кто он и что он из себя представляет. Черта характера Трэвиса — светский лев. Умелый, амбициозный, мотивированный, компетентный, конкурентный, коммуникабельный. Прекрасные качества. В ценности у него входит власть, реализация, опять же, себя в жизни, любовь и удовольствие. Звучит просто как песня. Светские львы, как указано здесь в этой карточке, жаждут успеха и высоко ценят общественное признание. Благодаря выдающимся социальным навыкам они легко производят неизгладимое впечатление, что помогает им оказываться в центре внимания и добиваться успеха. Очень хорошая черта, в принципе. И характеристики какие, посмотри, у Трэвиса. Он уделяет особое внимание уходу за собой и следит за своим публичным имиджем. Ну что ж, это важное и нужное качество. А еще часто ощущает восторг, апатия длится дольше. Апатия длится дольше. Я тоже могу понять, почему апатия длится дольше. Представляешь, когда все время нужно блистать на публике, потом, когда ты уходишь в кулуары, в тень, то там, конечно, нужно восполниться, восстановить свой ресурс, поэтому, конечно, и апатия у него может длиться чуть-чуть подольше. И в отличие от Миранды, Трэвис наслаждается беседами и легко строит отношения с кем угодно. Мне нравится его подход к жизни, прекрасно звучит. Что ж, далеко пойдет парень, не зря он приехал в Близбей. И жизненная цель у него – жизнь в изобилии. Он стремится к жизни в экономической стабильности и комфорте, старается наслаждаться разнообразными впечатлениями и возможностями, полученными благодаря материальному достатку и финансовой стабильности. И слово здесь экономическое. Не от слова экономия, как вы можете понять. Посмотрите, картинка какая, мне кажется, Трэвису подходит идеально. Подходят амбиции, роскошный особняк. К этому мы и будем стремиться, естественно. Ценности, власти, реализация.
к этому мы тоже будем стремиться. Навыки, которыми может овладеть Трэвис, это риторика, критическое мышление, харизма, программирование и рутина. Программирование, кстати, есть тут одна интересная штука. И, кстати, вот она, это амбиция социальный хаос. Но здесь можно стать либо знаменитым злодеем, то есть устроить какой-то прям в городе беспорядок, хаос, а можно стать знаменитым хакером, то есть действовать более так из тени. Значит, надо достичь 3-го уровня программирования, а еще сорвать second-hand action с 5 попыток. Это что такое, я пока не совсем понимаю. Я тоже, но будем разбираться. Давай-ка выберем именно эту амбицию, потому что здесь вот из 3 уровней она же состоит. Смотри-ка, взять банковский терминал под контроль аж 10 раз и взломать банк. Да, прекрасно подходит. То есть, если Миранда у нас вся из себя позитивная, веселый сосед, И такой интроверт немножечко. то Трэвис все-таки немножко жулик. Ну, Назовем его так. Зачем ты так категорично? Ну, давай немножко еще осмотримся в его квартире. Квартира у него очень маленькая. Он, Да. кстати, живет недалеко от Миранды, практически в этом же районе. Но квартирка маленькая, оставляет желать лучшего. И, конечно, как и Миранде, Трэвису тоже очень хочется выбраться отсюда. Грязный холодильник. Ну, почему грязный? Это просто такой стиль, монохром. Такой немножко. Думаешь, да? Ну, давай Скорее думать всего, так. Дом со стороны вот как выглядит. Ну, обычно чуть ли не панелька, ну или как это назвать, не знаю. Обычный многоквартирный дом. Ну что ж, давай смотреть, что хочет у нас в данный момент Трэвис. Он хочет обсудить бизнес и почитать книгу о самопомощи. Здрасте, приехали. Самопомощь. Про какую речь самопомощь? Физическая или ментальная? Если про ментальную, то это, извини, главное правило 21 века. Так что Трэвис правильно мыслит. Другое дело, что вот за таким компьютером, сильно ли он станет именитым хакером? Какой-то у него аппарат достаточно древний, по-моему. Допотопный, Да. скажем так. Ну, хотя, в принципе, бюджетом он располагает. У него аж 38 тысяч мяумани. Вполне себе может позволить себе ноутбук посовременней. Да, я думаю, мы приобретем в ближайшем будущем. Но сейчас, как мне кажется, Трэвису тоже нужно выбраться из квартирки. Он только переехал в этот город. Нужно тоже осмотреться. И, кстати, на берегу, где стоит где стоят аттракционы и парк развлечений, прям разместились и примостились друг к другу шикарнейшие дома. Но не мудрено дело. Значит, на прибрежной линии на первой какие-то классные особняки. Ну что ж, а что же мы тогда сидим в этой мрачной серой квартире? Мне кажется, стоит прогуляться к морю поближе, посмотреть на дома, с людьми познакомиться. Может быть, и посчастливиться встретить даму своего сердца. Как он и хочет. Да, как он и хочет. Ну что, пойдем прогуляемся? Конечно. Ну, здесь дома, конечно, уже другого плана. Поприличнее, скажем так. Где у нас Трэвис? Я его потерял немножечко. Да вот же он стоит. Да вот он стоит. А теперь давай посмотрим, что он испытывает. Трэвис сейчас восторженный. Состояние предвкушения чего-то интересного. Ваша жизненная энергия булькает в унисон от мысли о том, что вы в центре внимания. Булькает? Булькает. Почему так написано? Булькает. Бурлит, наверное. Булькает как-то немножко даже сомнительно прозвучало. Ну да ладно, чтобы Ну там, пусть булькает. ну чтобы там не булькало, а действительно мы предвкушаем что-то интересное. Но посмотри, виды здесь, конечно, открываются на воду, вот из этих домов особенно, из окон. Ой, Вот бы да. здесь жить Трэвису. да и не только Трэвису, я бы сам не отказался хотя бы на пару неделечек бы приехать вот так, в такой прибрежный городок. Ну, неплохой район. Ты посмотри. Что это у нас за нимфа? О, какая шикарная леди стоит здесь на входе. Мусор давай- вынести вышло, наверное. Наверное. А давай-ка, просто поприветствуем ее. Пенни Кроуфорд. Посмотри-ка с трепещущим сердцем. Можно ли так сделать? Узнать бы, куда же она ушла. А как же Нет, мы нет, ее... нет, ты не уходи. Мы хотели же тебя поприветствовать с трепещущим сердцем. И ты посмотри, он к ней прям зашел в дом. А, наверное, это не еще не дом, это какая-то придомовая территория. Посмотри, как она улыбается. Да. О! Ну, кстати, нет, она не выразила никакого недовольства. Говорить логично надо.
А зачем говорить логично? Надо говорить на языке сердца. Кажется, ей все нравится. Ну, можно спросить, конечно, у нее о карьере. Нет, не надо. Там же сейчас она начнет напрягаться, еще что-нибудь такое. Да нет. Нет? Я сейчас меняю работу. Ну, значит, она Какая работающая. хвостунишка. А о романтических отношениях? Получится ли у него узнать об этом? Как она открыта к коммуникации. Ты, кстати, посмотри. Да, она в поиске романтических отношений в настоящее время. И привлекает ее мужчина, который как раз, кстати, пожаловал к ней, мне кажется, сюда, да? Да. Раз она в поиске. Я держусь за то, что считаю правильным. Очень хорошо, мы тоже так же. Вот посмотри-ка, у него сразу выходит действие. Вместе спланируйте свидание. Смотри, ее даже поцеловать в лоб уже можно. Как-то все очень быстро. Ну, неспроста же у него было в его чертах характера указано, что он очень легко развивает отношения со всеми и, наверное, входит в доверие. Ну, раз уж мы к ней так вот заглянули внезапно, давай-ка немножко осмотримся. Ну, и тем более Трэвису, посмотри-ка, ему в любом случае Надо осмотреться. надо здесь будет, да, осмотреться. Так, а можем ли мы зайти? У Трэвиса все-таки получается войти в дом. А она, смотри, спокойно осталась сидеть на улице. Так, второй этаж. Слушай, ну дом, кстати, аккуратно. А подожди, покажите ко мне посмотреть. Ага. Креслица, тут все как Книги благополучно, лежат. хорошо. Диванчик. И балкончик с видом прям на море. Да, и такие панорамные большие окна. Ну, шикарно. Слушай, я думаю, что Трэвису бы тут остаться хорошо было бы. А я думаю, наверное, так и будет. Мгм. Вот Потому что-то у меня такое впечатление. Потому что посмотрел я на его квартиру, конечно. Ну, конечно, не то. Не Совсем то, а не вот то. здесь такой балкон хороший. Ой, смотри-ка, что Трэвис может ей сказать нечто мудрое. Скажи, что люди гораздо счастливее, когда дарят любовь, чем когда получают. Какой у нас Трэвис обольститель. Вот сейчас ее сердце наверняка растает. Да у меня уже сердце растаяло. Мне так нравится, как Трэвис мягко стелет, что называется. Вообще просто красавчик. Ну, прям мне даже интересно, что же Пенни нам ответит на это. А она что, Ой, что? как она всё, смутилась. «О, не могу. Только почему они все-таки около мусорок решили разговаривать? Что-то как-то... Что за музыка заиграл? А, потому что Трэвис, смотри-ка, стал трепещущим. Состояние волнения и предвкушения, которое заставляет сердце биться чаще. Ну все, это получается Это любовь любовь. с первого взгляда. Ну что ж, не будем так быстро развивать с ней отношения, чтобы она там не подумала ничего плохого. Да, мне кажется, она не думает. Она, мне кажется, следует зову своего сердца. Поэтому ладно, попрощаемся с ней, и Трэвис отправляется домой. Оставим ее немного с таким вот любовным романтическим послевкусием, но не будем нагнетать, форсировать события. Да, и посмотри, как удачно сложилось. И Миранда нашла... Подожди-ка, сейчас... Это она! Она пишет Да. ему на телефон. Как тебе удается выглядеть все привлекательнее с А каждым я не днём? про это, я про нее. А, Давай-ка с ней Киара немножко. Далтон. Да давай вот ее немножко остановим. энергично поприветствуем ее. Нет, ну ты посмотри, ему Пенни уже пишет на телефон, он не успел уйти. Как тебе удается выглядеть все привлекательнее? Давай ответим С ей каждым днем. положительно. Взгляд в твои глаза заставляет мое сердце трепетать. Спасибо, что пришли в мою жизнь. Ну все, Трэвис скоро переедет в этот шикарный дом. Ну что, ну поболтали мы с ней, она Ну, тут все ходит. А что же она ходит, я не понимаю. Какая-то она мутная. Вот я тоже хочу тоже тебе думаю. сказать. Ладно, отправляемся все-таки домой. Трэвису еще нужно навык программирования развивать. Все-таки цель взламывать там В конце банкоматы концов, да, есть в у него? банкоматы надо проникнуть, совершенно верно. Но вот к этой женщине я бы рано или поздно вернулся. И выяснил, что она тут ходит. И что она И скрывает? что она высматривает и скрывает. Тут пришло еще сообщение ему на телефон про карманный рынок, но оно быстро ушло. Вот оно, смотри, здесь есть карманный рынок, где можно продавать свои какие-то поделки, может быть, предметы созданные.
и в том числе и покупать. Кстати, можем ли мы сами написать Пенни что-нибудь приятненькое? Вот, к сожалению, нет. Здесь, в принципе, предусмотрена функция писать, но пока в разработке. Ну нет, все-таки квартирка Трэвиса, совсем не то. После такого шикарного особняка. Ну, опять же, хочется сказать, что эта квартира послужит хорошим мотиватором для того, чтобы двигаться дальше, к своей цели. Хотя, знаешь, мне эта квартира тоже чем-то нравится. Такие ободранные голые стены в стиле лофт, а за окнами что у нас там? Вид на ночной город. Да, правда, на стены, и там не самый фешенебельный район, но тоже хорошо. И что я хотел сказать, как у нас удачно все сложилось. Во-первых, Миранда тоже нашла свой объект. А я хочу сказать, что это неудачно. Я считаю, что это мастерство. Потому что они у нас такие сами по себе, по натуре хищники. И приехали они в Близ-Бэй за конкретной целью. Соответственно, они время зря не теряют. Ну что, будем заниматься потом, наверное, программированием, да? Ему аж 3-го уровня нужно достичь в программировании. А давай-ка ему сразу купим ноутбук. Зачем ему вот этот компьютер допотопных времен, вот этот вот старинный? Да, выглядит он, конечно, невзрачно. Мне кажется, или как-то в квартире стало пыльно. Посмотри, телевизор как будто весь в пыли. И даже ноутбук новый, который мы приобрели. Нет, он вроде бы пока нет. Но когда-нибудь Трэвис не будет этим заниматься. Хотя кровать-то пыльная. Да, смотри, как действительно пыльно было. Да, а когда-нибудь Трэвис этим заниматься не будет. Ему даже не нравится это делать. Вот у него постоянно возникало прям такое нежелание. Прям вот злило его, да, убираться. Вот прекрасно его понимаю. Ну а теперь Трэвис садится за программирование. Пусть он что-нибудь создаст. Итак, это был первый день пребывания Миранды и Трэвиса в Близ-Бэй, и каждый из них уже стал двигаться к достижению своей основной цели. Трэвис без памяти влюбился в очаровательный дом на берегу... очаровательную даму по имени Пенни. И, кажется, она ответила ему взаимностью. А Миранда сразу нашла жертву своих добрых дел, состоятельную и, главное, одинокую женщину преклонных лет по имени Вера Вульф. И она, к слову сказать, живет в неплохом особняке в фешенебельном районе и носит дорогие вещи. Но это же не главное. Теперь только надо выяснить, что за гости были в доме Веры, и, конечно, оградить ее от всяких проходимцев. В следующей серии этим как раз и займемся. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком и комментарием. Также приглашаем в наш телеграм-канал, где мы делимся различными новостями, в том числе о выходе следующих видео, и на страничку на Бусти, где мы дублируем все видео для вашего удобства. До скорых встреч! Всем пока! А напоследок мы хотели бы сказать: гуляйте по Близ-Бэй с удовольствием и наслаждайтесь прекрасными видами. Но не забывайте о том, что виды могут быть и на вас. Причем далеко не безобидны, поэтому будьте начеку.